Можно прям лопатой нагребать или ложкой. В той стороне у нас Кремль. А вот здесь можно выйти. Вот такой проезд. Цены вот вам покажу. На правой стороне посмотрите. Всякая красота. А стояли лавки мясные. Велосипедист прикольный. И потолок. Ребят, всем привет. Помните, мы с вами гуляли по Покровке и в ту сторону ходили. Видео называлось. Это было первое видео после Сербии. Даже не видео, а прямой эфир. У черта на куличике она называется. И я рассказывал про вот этот доходный дом с лепниной. И обещал вам показать. Вот обещал и показываю. Это бывший доходный дом, который относился к церкви. На Грязях она называлась. Построили его в 1909 году. Верхние 2 этажа уже надстроили в 1945 году. Я на Чистопрудном бульваре. Это у нас Чистые пруды. Сейчас пройдемся по Чистопрудному бульвару вдоль прудов, как раз таки в сторону Мясницкой. И расскажу немного истории об этом месте. Вот так выглядит пруд. Он небольшой. Есть вот такие места, где можно укрыться от солнышка. Сегодня у нас градусов, наверное, 35, жара. Еще раз полюбуйтесь этими терракотовыми барельефами. Это такие фантастические животные, птицы, деревья. И пойдем сейчас вдоль пруда. Немного прогуляемся. В той стороне, как раз таки в сторону Мясницкой идти, если мы сейчас по пути все это увидим, поставили какие-то павильончики и что-то там продают. Это я просто новости в интернете видел, сам еще там не был, поэтому сейчас посмотрим, что же там продают. С этой стороны народу поменьше, потому что тень все-таки больше там преобладает, и все там сидят, на той стороне. Ну, хотя можно вот увидеть, люди на траве прям расположились. Даже там, по-моему, чаек попивает. Если пойти вот в ту сторону, по переулкам, там тоже есть переулок, туда идет. Ну и по правой стороне по переулкам. Там очень много разных доходных домов. Вот смотрите. И вот все переулки, которые идут справа, в принципе, и слева тоже очень красивые все. Здесь же есть на правой стороне посольство Казахстана. Сейчас, кстати, дойдем. Там так небольшой сквер и памятник поэту, по-моему, казахскому. Здание театра «Современник». Ну давайте немного истории расскажу про Чистые пруды. Кстати, они называются чистыми прудами, хотя здесь только всего лишь один чистый пруд. Ну, даже не чистый, а просто один пруд. В общем, в 17 веке, в начале 17 века это были поганые пруды, болота.
А так назывались они, потому что на Мясницкой улице стояли лавки мясные. Не зря же она так называется, Мясницкая. В общем, там стояли мясницкие лавки, и оттуда все отходы, мясо, все скидывали сюда. И поэтому это место называлось Поганое. Поганые пруды. И уже где-то ближе к середине, к концу 17 века, князь Меньшиков распорядился все это очистить, дело. И после того эти пруды стали называть чистыми. Вот здесь свадебные фотографии тоже делают. В общем, вот такая история. Это только всего лишь одна история. Есть еще одна история. Ну, я ее расскажу уже в следующий раз как-нибудь, когда будем гулять либо в прямом эфире, либо еще что-нибудь. Не буду рассказывать все секреты, все истории. Так, вот он начинается у нас. Ну, в принципе, и продолжается Чистопрудный бульвар, а начинаются павильончики. Сейчас пройдем вот этот парк небольшой. Что здесь? Мороженое, есть туалеты. Фонтан должен был работать, но, к сожалению, он сегодня не работает. Почему? Непонятно. Такая жара, было бы классно, если бы фонтан работал. Давайте с этой стороны покажу. Это просто, видите, wellness-клуб какой-то. И вот уже по той стороне начались павильоны. А давайте сначала вот здесь по парку пройдусь. По небольшому такому скверику. А потом зайдем с той стороны и покажу вам, что же там продают. Какая грациозная цапля. Валуны. Да, фонтана нет, плохо. И вот он, памятник поэту казахскому. Так, а посольство, видимо, там дальше будет. Абай Кунанбаев, казахский поэт. Пойдем сейчас, вернусь и продолжим там. Так, ну люди пока здесь только распаковываются. Кстати, я бы заметил, вот эта машина с польскими номерами с Евросоюза. Не уверен, конечно, что это поляки прям продают, но тем не менее госномера польские. Да, здесь еще закрыто, но вот там уже вижу открыто. Читал, что мероприятия по продаже вот этой продукции, тут, в общем, сейчас посмотрим, что здесь продают, кстати, начинаются с 10 утра. И причем, что они уже здесь вроде как месяц торгуют, до конца августа. Но пока не все павильоны работают. Может быть, основная часть приедет как раз-таки к обеду, после обеда. Время еще даже 11 нет. Антиквариат вот здесь. Всякие штучки красивые какие. Вот, всякая красота. Здравствуйте. Всем привет. Привет. А это с чего сделано? Бронза. Красивая. А сколько стоит такая фигурка? А, они разные цены, да? Ну, например, вот такой лягушонок. Такой 1800. Боже, коровка. Прям такие Такой увесистые. 350, такой 1500. Ну, цены разные. Ага. Вот это 350 рублей стоит. Вот такие увесистые. Прикольные. Есть вот еще тоже. В общем, антиквариат. Ну, в принципе, нормально. Если бы, конечно, они еще все бы работали. Либо я чуть-чуть попозже бы начал снимать. Наверное, разнообразие. Хотя вот 3 лыка прошел. У всех, в принципе, почти одно и то же. Так, а вот здесь еще что-то есть интересное. Все по 50 рублей. О, всякие фотографии, старые открытки. Прикольно. Монетки всякие разные. 3 штуки 100 рублей. Можно прям лопатой нагребать или ложкой.
3 копейки. Раньше можно на 3 копейки было стакан газировки с сиропом купить. Книжки всякие разные. Ключ, да. Чисто. Вот здесь тоже. Да? Бинокль, ложки, Прямо в этом монетки сквере. всякие. Значок ДПС. Чистопрудном бульваре, да. Что-то мне напомнило Новый Сад, как я в Новый Саде по рынку ходил там тоже. В этом павильоне все по 400 рублей. Пластинки. Вот такой он, Чистопрудный бульвар. Кстати, Чистопрудный бульвар появился в 1820 году. Это как раз таки после московского пожара, после французов. Так, и все, наверное. Да, все, закончились павильончики. Вот такой небольшой вам экскурс по Чистопрудному бульвару, по чистым прудам. Покажу себя. Прогулялся. Здесь тенечки, классно ходить. А вот это, кстати, особняк Дурасовой на той стороне. Рыбников переулок. По левой стороне я иду сейчас параллельно Сретенскому бульвару. Дойду сейчас по переулку до конца и уйду налево как раз таки на бульвар. Покажу, что происходит на бульваре. Центр города. Цены на недвижимость здесь зашкаливают. Даже называть не буду. По факту историческая часть города. Часть домов вот этих переулков, которые идут параллельно Рыбникову в той стороне, вот за этим пожарным депо условно, да, уже перестроена. Часть частных, не частных, а доходных домов разрушена. Просто снесли, переделывают новодел либо новостройки. Потому что, как я и сказал, цены здесь космические. Вот так выглядит Рыбников переулок. Впереди меня Сретенка, она уходит налево и направо. Но мы с вами свернем по ней налево. Вот она у нас Сретенка, тоже красивая улица. Идет вот в ту сторону, видите, там прям много-много-много красивых усадеб, домов доходных. А мы с вами идем на бульвар. Вот эта церковь очень старая, по-моему, 17 или 18 век. Ну, по ней, в принципе, и видно, да, по тому, как она построена. Все, сейчас перехожу на ту сторону. Идем по бульвару. Перешел, ребят, улицу, посмотрел, как собор называется. Это Успенский собор. В той стороне у нас Рождественский бульвар. Как-нибудь в другой раз прогуляемся по нему. А сейчас пройдем по Сретенскому. Я как бы возвращаюсь к Чистым прудам. С другой стороны только. Здесь, в принципе, на этом бульваре особо такого прям уж ничего нет. Слева и справа идут дорожки как бы по плитке, а прямо идет у нас что-то вроде, я ее называю экотропа. Но не люблю вот такие места, по ним ходят эти камушки, грязь постоянно, песок, пыль. Я не знаю, для чего это сделали. Это смотрится, конечно, как-то странно. Вот человек идет, вот двое, видите, идут впереди, после них прям пылище. А я в тапочках. И как бы если я сюда зарулю, то полные тапочки у меня будут этих камушек. Детская площадка. Страшненькая, но есть. А так, в принципе, вот видите, цветочки, скамейки. Вечером, конечно, здесь классно. Прохладненько.
Народу очень много, потому что это все-таки центр. Все гуляют, туристов множество. А вот чтобы днем идти, видите, особо тут даже как бы и не спрячешься. Мало деревьев. Такой голый бульвар. Давайте посреди себя покажу. Такой голый бульвар. Хотел вот это здание вам показать, но оно, видите, все закрыто лесами. Оно очень красиво, видите, как раз шпиль. Ну, покажу памятник впереди который. Ой, как надо камеру здесь сжать. Неудобно рукой. Дошел, ребят, до памятника инженеру Шухову. Здесь вот голуби, видите, где сидят. Трубы, какие-то мосты, башни. Наверху птичка вот там. Чайка. Все, голуби засрали, конечно. Но зато как они гармонично смотрятся. Вписываются. Наверху книги. Всякие, видимо, рабочие материалы инженера. Вот памятник сооружен в 2008 году. Справа вот такие большие вазоны. Сейчас еще вон там покажу вам. Здесь они как бы такие раскиданы немножко. Клин клином вышибают. О, красавчик какой сидит. Так, здесь у нас что? Это мост, походу. Тоже что-то написано. Наклонная плоскость. Так, и давайте здесь сейчас покажу еще. Весы, яблоки, груши, молот, наковальня. В общем, такая вот сборная конструкция. Что-то написано здесь еще. Велосипедист прикольный. Вот такое интересное место. Впереди у нас метро Чистые пруды. В той стороне, если мы пойдем, я приду на площадь 3 вокзалов. Кстати, скоро выйдет видео про вот площадь 3 вокзалов и про сами вокзалы. Вот такое место. Ребят, улица Мясницкая. Позади меня остался Чистопрудный бульвар, Рождественский бульвар, Сретенский бульвар. И пройдем сейчас по Мясницкой в сторону Лубянки. Покажу вам сейчас магазин чая в стиле китайского дома. Вот он уже у меня показался впереди. Это театр сатиры. Тоже богатая улица на разнообразные, я бы так сказал, красивые усадьбы и особняки. Но выделяется, конечно, среди них это вот этот в стиле китайского чайного дома. Вот он, красавчик. Центр города, здесь столько бомжей. Вот видите, еще сидят трое, хотя молодые парни вроде бы. Но в последнее время их здесь очень-очень много. Вот так выглядит дом. Сейчас подальше отойду, чтобы его весь захватить. А то он у меня не входит в кадр. Полюбуйтесь домом. Сейчас перейду дорогу и зайду. Поснимаю вам, как все выглядит внутри. Вот, пойдемте вовнутрь. Сейчас зайдем. Пробегу. То машина тут, не машина, а водители сумасшедшие несутся. Какой тут запах стоит. Представляете, кофе, чай, все перемешалось. Пахнет вкусно. Здесь
С этой стороны подарочные наборы. Всякие разные конфеты, печенье. Цены вот вам покажу. Цены, конечно, туристические. Прям очень туристические. Вот здесь красивые прям коробочки, баночки. Шупуэр земляничный, 100 грамм, 810. Всякие разные. Ну, есть не только китайские, видите, есть еще иван-чай продают. Вот еще один иван-чай. Пуэры, шупуэры. Всякие разные чаевцы. Прикольно. Давайте еще покажу вам витрины и потолок, как выглядит все. Красиво. Всё. Ой, сшиб что-то нечаянно. Ну, прикольно. Запах, говорю, прям такой в нос долбит аж. Кофе с чаем. Ребят, напомню, что мы идем по Мясницкой. Это как раз в 17 веке и 18 здесь торговали мясом. Стояли торговые лавки мясников. Теперь это такое туристическое место. Кафе, рестораны, дорогие магазины, бутики. Вареничная вот на той стороне вижу. В общем, место туристическое. Ну и цены соответственные. Простых магазинов здесь вроде пятерочки, там, не знаю, что там, перекрестки, магнитов. Ничего такого нет. О, какая арка. Лев с щитом. Ребят, нахожусь в Банковском переулке. Позади меня улица Мясницкая. С левой стороны вот это здание. Это раньше было училище, доходный дом. К сожалению, не помню фамилию, кому он принадлежал. Вот такая небольшой переулок и улица. Сейчас пойду направо. И здесь должно быть очень-очень много молодежи. Насколько я помню, раньше, по крайней мере, так было. Здесь я был последний раз, может, лет 6-5 назад. Такая вот улица. Сейчас покажу с левой стороны, и мы с вами направо пойдем. Вон, впереди видите колокольню. А мы с вами идем направо. Так, а тут закрыли все. Жаль. В общем, вот с левой стороны раньше было тусовочное прям место. Вот видите, столики стоят. Очень много красивых переулков в Москве. Поэтому, если будете в Москве, прям заходите. Не стесняйтесь. Сворачивайте в переулки. Главная улица хорошо, но бывает в переулках намного интереснее, чем на главной улице. Это, ребят, культурный центр Республики Армения. Смотрю, здесь идет туристическая группа. Что-то они там все снимают. Вот мне тоже стало любопытно, поэтому решил тоже снять. А что там снимаете интересного? Просто. А, просто? Я думал, что там интересное. Земляков своих. Понятно. Вы с Армении, да? Посольство Армении. Не, ну это посольство. А вы откуда? Тоже с Армении? Классно. На экскурсию сюда приехали? Да, да. Женщина вот с Еревана приехала на экскурсию. Видимо, вся группа с Еревана. Не особо общительная она, потому что отстала от группы. Группа вон впереди идет. Не успевает. В общем, вот такая
небольшая улочка, переулок. Я свернул вот с той стороны, повернул направо. И сейчас мы с вами опять выйдем на Мясницкую улицу. Такие штуки стоят, чтобы сверху зимой какая-нибудь сосулька не прилетела. Догнать надо эту группу, послушать, что они там рассказывают. Это, ребят, Кривоколенный переулок. И так, здесь у поэта Веневитинова Пушкин читал трагедию Бориса Годунова в 1826 году. Владение его либо когда женится, либо когда умрет. И когда ему горячий шаг. Вот об этом и рассказывает экскурсовод. Все, вот она, Мясницкая опять. Такой мы с вами кружок дали по переулкам и вышли опять на Мясницкую. Так, пока машины стоят, надо пользоваться моментом, перейти дорогу. Сейчас пройдем здесь и покажу вам с правой стороны. Вот это здание хотел показать вам. Школа экономики. А мы с вами вот оттуда путь свой начали. Но здесь не менее, конечно, красиво. Вот на правой стороне, посмотрите, в голубом цвете какой особняк. Доходный дом. И я практически уже дошел до центра. Какая лепнина, сад. И вижу, тоже реставрация идет. Балкон там какой шикарный, видите? Парадная. Года 2, нет, наверное, даже больше 4, там года 5 лет назад оно как бы стояло такое заброшенное, ничего там не происходило, а сейчас вот ремонт идет. Может, кто-то выкупил. Академия Игоря Крутого. А, это новый театр, смотрите, написали, табличку повесили. Новый театр. Ребят, дошел до Лубянки. Это административное здание, 45-47 год. С камерами. Вот так выглядит площадь. Впереди детский магазин, детский мир. Вот это. Сейчас зайдем, посмотрим, покажу вам, как выглядит там все внутри. В той стороне у нас Кремль. Очередная пробка, машины все стоят. Сейчас перехожу, в общем, дорогу и пойдем в детский мир. Пока давайте покажу здесь. Тоже доходные дома, пешеходная зона, очень много людей, место туристическое. Раньше, знаю, на верхний этаж, прямо на крышу можно было подняться детского мира. И оттуда открывался шикарный вид в сторону Кремля. Сейчас не знаю, если, конечно, будет открыто, я поднимусь и покажу. Ну, вот так все выглядит. Большая Лубянка. Можно подняться наверх по Лубянке, вверх слететь. Также много разных красивых особняков. Вот туда. Ну а мы же с вами сейчас перейдем на ту сторону и отправимся в детский мир. Вон там вдалеке, ребят, это высотка на Котельнической набережной. И зайдем сейчас в центральный детский магазин с центрального входа. Помню это здание, даже внутри, как все выглядело еще с детства.
Так, а что тут? Закрыт, что ли, вход центральный? Похоже, да. Ладно, зайдем сейчас с другого входа. Вот здесь еще один вход есть. Пройдем отсюда. Вошел, ребят, вовнутрь с другой стороны. Не с центрального входа. Раньше, кстати, он напоминал, наверное, просто в детстве, именно детский магазин. Сейчас это большой-большой торговый центр. Да, много детских тут вещей, сладости, конфеты. Ну, в любом случае, это уже как торговый центр. Избушка. Баба Яга. Кстати, Баба Яга вот это сидела, ой, не помню где, но где-то на улицах Москвы. Может быть, конечно, это уже другая Баба Яга, но очень похожа. Вот он, центральный, по факту, вход с той стороны. А я из детства помню, что тут тоже стояла избушка на курьих ножках, но именно на курьих ножках. Не просто вот это как изба, а именно на курьих ножках. Вот такая Баба Яга, с ней все фотографируются. А что они там фотографируют внутри? А, печка там, да, там можно тоже пофотаться. Ну что тебе все не нравится? Сейчас пройду. Вот так это все выглядит. Не буду заходить туда, потому что там очередь. А вот здесь можно выйти. Короче, вот сюда садишься и фотографируешься. Вот такое большое здание. В той стороне магазин Гарри Поттера и все, что с этим фильмом связано, с этими персонажами. А давайте сейчас наверх поднимусь и покажу вам вот эти часы красивые. Да, давайте я все-таки поднимусь и покажу вам что-нибудь из Гарри Поттера. Теперь только надо найти, как подняться. И вот, ребят, магазин Гарри Поттер. Всякие тут приколюшки. Вот домик, мир магии. 2990 стоит. Фигурки. Ну, нехилые цены, да? Ну, я думаю, фанаты все это дело покупают. Вот фигурка Добби. Почти 6000 рублей. Прям похож. В общем, тут всякие приколюшки. Вот палочки волшебные. Волшебная палочка по волшебной цене 5000 рублей. Рюкзаки, блокноты, сумки, подушки, игрушки всякие. Вот этот прикольный персонаж. Рожица прикольная. Напишите, на кого похоже. Я знаю, на кого похоже, но не буду озвучивать. Так, здесь тоже игрушки. Пазлы, игры. В общем, реально фанатам, поклонникам будет здесь интересно. Бейсболки, поло, зонты. И выход. Давайте сверху покажу вам. Как из детства. Мороженое, соки. Ой, это моя бутылка упала. В любом случае, детям здесь прикольно. Ну, конечно же, и для взрослых есть вот золото. Уже, как я и говорю, это такой больше не детский магазин, а большой-большой торговый центр. В моем детстве, конечно же, таких игрушек не было. Всякие вот аттракционы. Вот такой бы домик, наверное, ребенку, девочке.
Вон пацаны на самолетах летают. Это что такое финник? Можно вот присесть, сфоткаться, мультик посмотреть. Зеленый чудик из Маши и Медведя, то есть персонаж Мишка. Также можно с ним сфоткаться, видео снять. Центральный детский магазин, театральный проезд. А я же подошел к фундаменту церкви, которая была построена в 1565 году. Здесь вот рассказывается история этой церкви, какие находки, артефакты были найдены. Была найдена вот эта плита. Вот, кстати, мужик, видите, внизу мужчина ее очищает. Вот она. В общем, вот что от нее осталось. Надгробная плита с правой стороны. Еще одна поменьше. О, внутри, смотрите, тоже есть плиты. И похоже, что надгробные. Младенцев, что ли. Не буду утверждать. Если кто знает, напишите. И вот здесь у нас стоит памятник Иван Федорович. 1563 год, 19 апреля. Так как встать-то его солнце мешает. О. Давайте прочитаем, что у нас здесь написано. Есть что-нибудь? Вот есть. Так, памятник первопечатнику Ивану Федорову. 1909 год. Прикольно, сохранилось. Вот такое место интересное. Вообще здесь можно пройти шикарным проходом таким. Так, мне надо, видимо, назад отойти. Сейчас пройдем, покажу вам. Сейчас пройдем с вами на Никольскую улицу. Через Третьяковский проезд. Какой вид шикарный. Сейчас покажу вам тоже, чтобы полюбовались. Как раз через этот проезд мы выйдем с вами на Никольскую. Я покажу вам проезд, но Никольскую показывать не буду, потому что я планирую записать видео. И мы с вами прогуляемся потом отдельно. Посмотрите. Дойду сейчас до вот этой стены. Развернусь и покажу. Это остатки Китайгородской стены. Смотрите, какое здание шикарное. И сам Третьяковский проезд. Вот это место самое-самое дорогое в Москве считается. Так, машина едет. Здесь сосредоточены самые дорогие бутики и магазины. Так, давай быстрее проезжай. Видите, как все сделано? Дорого и богато. В арке встроены вот такие, как бы, витрины. Дольче Габбана. Цены сами знаете какие. Ну вот, в принципе, и фирмы, которые здесь находятся. Том Форд, Муст, Зилли, Граф, Меркури. Это я иду. Посредине кафешка. Смотрите, какой вход красивый. Башенки. И не зря называется Третьяковским, потому что Третьяковская галерея, основатели, как раз таки имеют к этому отношение. Говорю, рассказывать всю историю не буду, потому что планирую записывать видео. Поэтому просто в виде анонса покажу вам это место. Сейчас развернусь. Вот это кафе, конечно, здесь лишнее. Его раньше не было. Было прикольно смотрелось.
такой проезд. Я выхожу на Никольскую. По вашей просьбе запишу сейчас видео про смену караула. Время без 15 час, а значит через 15 минут она произойдет. Нужно занять какое-нибудь такое самое, наверное, хорошее место, чтобы снять и как они идут, и как происходит смена. Но пока покажу вам Александровский сад. Вот столько народу. Ждем, в общем. По всей видимости, это тоже ждущие смены караула. Видите, сидят в траве, на скамейках. Здесь я особенно чего-то показывать не буду, потому что мы все это с вами и так видели. Поэтому ждем только смену караула. Представьте, в такой жаре они стоят час. К ним изредка подходит вот тот офицер в дальний, который стоит. Поправляет им фуражку. Пот, наверное, вытирает. И все, и вот так они стоят. Не шелохнувшись. Вижу, уже появились солдаты. Смена караула. Вон там они вдалеке идут. Народу еще побольше стало. Шаг назад. Все, ребят, прошла смена караула. Все расходятся. Они дойдут сейчас до конца вот этих как колонн городов-героев. И там уже пойдут таким обычным строевым шагом. Ребят, в прошлой прогулке по центру города я вам не показал. Вернее, показал фонтан, но он не работал. Сейчас покажу вам в рабочем его состоянии. Фонтан, напомню, называется «Времена года». Вот это такой, видите, как
арочный, да, получается у нас фонтанчик. Сейчас тоже пройдем. Давайте покажу вам с этой стороны. Вот так он выглядит. Это вот мелкий такой. Там у нас фигуры. И пойдемте сейчас пройдемся как раз таки под аркой фонтана. Надеюсь, телефон у меня не промокнет. Хотя вот ходят люди спокойно. О, какой здесь шум. Обогнать не могу. Все, ребят. Всем хорошего настроения. Всем пока.